Друзья, то, чего мы так опасались, случилось. На этой неделе Трамп без лишнего шума запустил экономическую бомбу замедленного действия. Он ввел жесточайшие импортные тарифы, и если раньше речь шла о 25 странах, то в итоге под раздачу попали более 90 государств. И что вы думаете? Фондовый рынок США не просто просел, он рухнул. Более 5 триллионов долларов капитализации испарилось всего за 2 дня. Это были самые кровавые торговые сессии за последние 4 года. Но благо к таким последствиям зрители нашего канала были готовы. Ведь как мы и прогнозировали вот в этом видео, 2 апреля стало настоящим днем X для мировых рынков, в том числе и крипты, поскольку ужесточение этой торговой войны продолжает оказывать давление на биткоин. На первый взгляд это может показаться временным явлением, ведь план Трампа предельно ясен, как и во время прошлой его каденции. Он хочет обвалить рынок, замедлить экономику, спровоцировать рецессию и все ради одного – заставить ФРС снизить ставки и запустить печатный станок, тем самым простимулировать экономику за счет большого притока ликвидности. Но есть один нюанс. Ни Трамп, ни министр финансов Скотт Бессент не контролируют ставку напрямую. Этим занимается ФРС, и ее глава Джером Пауэлл уже дал понять, что новые тарифы превзошли их ожидания и могут усилить инфляционное давление. А в условиях высокой инфляции снижать ставку крайне рискованно. Таким образом, мы видим интересную ситуацию. Белый дом и ФРС смотрят в разные стороны, и у них явное разногласие. Это создает напряжение не только в экономике, но и в политике, а в итоге страдают простые инвесторы, которые сейчас готовятся к еще одной важной дате – 10 апреля. Именно в этот день выйдут данные по инфляции за март, месяц, когда тарифы Трампа начали действовать. С учетом роста торгового дефицита в 300 миллиардов долларов за пару недель и ценового давления, есть высокая вероятность того, что отчет окажется выше ожиданий, а рост инфляции в текущих условиях на рынке станет еще одним негативным катализатором. К этому важному дню также нужно быть готовым, и конкретно сегодня в ролике мы разберем, что нас ждет 10 числа и как новый скачок инфляции в первую очередь отразится на крипте, потому что сейчас биткоин вроде бы сохраняет ключевую поддержку выше 80 тысяч, но тем не менее его нисходящий тренд до сих пор продолжается, а рост ИПЦ может только усугубить ситуацию, поэтому обязательно посмотрите видео полностью, чтобы четко понимать краткосрочные перспективы крипторынка. И кстати, это еще не все. Мы готовим для вас большой спецвыпуск, где максимально подробно углубимся в тему торговой войны, разберем, к чему это все ведет и, что самое главное, узнаем, станет ли биткоин спасательным кругом на фоне возможной рецессии в США, как прогнозируют аналитики. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк, чтобы видео вышло как можно раньше. И давайте наберем минимум 2000 лайков. Вам, как всегда, приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, друзья, в последние дни главной темой на повестке дня по-прежнему остается торговая война, ведь как-никак она угрожает всей мировой экономике. И все важные новости, которые касаются экономики, мы продолжаем оперативно публиковать в нашем телеграм-канале. Там мы заранее предупредили вас о выступлении Трампа, Джерома Пауэлла, раньше всех выкладываем сводки по рынкам, и тот самый предстоящий ИПЦ 10 апреля вы раньше всех можете получить именно у нас в телеграм-канале. А сегодня редакторы Coin22 поделились метрикой и списком монет, которые прямо сейчас продают киты. Так что подписывайтесь, узнайте, какие альты рискуют упасть еще ниже, и ничего не пропускайте. Первая неделя апреля выдалась напряженной, ведь произошло много всего интересного. Давайте кратко все подытожим. 2 числа Трамп сделал громкое заявление. Он ввел так называемые взаимные пошлины на импорт из около 90 стран. И вот в чем суть. Теперь, если какая-то страна облагает американский товар налогом, США будут отвечать тем же. И это не просто корректировка. Речь идет о налогах, превышающих стандартные 10%, которые раньше применялись ко всему импорту. Трамп назвал это событие днем освобождения, заявив, что такие меры просто необходимы, чтобы выровнять торговый баланс между США и остальным миром от Китая до Европы. Мол, Америка устала терять свои деньги. То есть, по сути, это экономический ультиматум. Либо вы играете честно, либо платите по полной. Но ранее говорил, что тарифы приведут к росту цен внутри США, за что придется платить американцам. После этого 4 апреля, в день, когда начался обвал акций, Пауэлл выступил на конференции и заявил, что взаимные тарифы Трампа могут сильно ударить по экономике. И да, это может привести к росту инфляции уже в ближайшие кварталы, что, кстати, усложняет достижение цели ФРС держать инфляцию в районе 2%. По его словам, последствия тарифов могут оказаться куда более устойчивыми, чем предполагается. И вот буквально за несколько минут до его выступления Трамп выложил пост, где требует от Пауэлла снизить процентные ставки. Сейчас ФРС стоит перед выбором: либо приостановить снижение ставок, либо экстренно реагировать, если экономика начнет ослабевать. Но пока Пауэлл заявляет, слишком рано говорить, какой путь будет верным. А все потому, что ему нужны данные по инфляции, которые мы получим 10 числа. Но каким будет ИПЦ и как на это отреагируют рынки?
Предварительные прогнозы указывают на то, что ИПЦ упадет до уровня 2,6%, что максимально странно, учитывая какой торговый дефицит в 300 миллиардов долларов мы получили за последние 2 недели. Американские компании скупают товары, чтобы опередить удар торговой войны, а это напрямую приводит к росту цен. Аналитики прогнозируют, что в марте ИПЦ вырастет на 0,2% по сравнению с февралем, то есть прирост будет таким же, как и месяцем ранее. А вот базовая инфляция, та, которая не учитывает цены на еду и энергию, скорее всего ускорится до 0,3%, что уже выше февральских данных 0,2%. Но вот что интересно, несмотря на эти цифры, рынок может отреагировать не так активно, как обычно. Но почему? Да потому что все опасаются новых тарифов, из-за чего даже показатель в 2,7% сильно ударит по рынкам. И как отмечают аналитики, мартовские данные по инфляции могут уже казаться немного устаревшими, ведь тариф это такая вещь, которая разгоняет цены, и этот эффект мы можем увидеть не сейчас, а в ближайшие месяцы. Вот как это прокомментировали экономисты банка Wells Fargo. Да, март может оказаться самой низкой точкой базовой инфляции в этом году, но если администрация продолжит перестраивать торговлю, то цены пойдут вверх быстрее, чем мы думаем. И вот что важно, инфляция в США уже сейчас оказалась куда устойчивее, чем ожидали еще до того, как тарифы Трампа на сталь и алюминий начали влиять на цены. Например, базовый ценовой индекс, это один из ключевых показателей для ФРС, в феврале вырос до 2,8%. И это уже серьезный сигнал. Для ФРС это ситуация между молотом и наковальней. С одной стороны нужно поддерживать экономику, а с другой нельзя допустить, чтобы инфляция вышла из-под контроля. И вот вам еще один тревожный звоночек. Ценовой индекс производителей, который называется PMI, резко подскочил в марте с уровня 62,4 до 69,4. Это значит, что производители уже начинают чувствовать рост цен, и соответственно риски по потребительской инфляции только усиливаются. Также перед ИПЦ, а именно 9 апреля, нас ждут не менее важные протоколы ФОМС, которые помогут нам понять, какие прогнозы на снижение ставки в этом году дает Пауэлл и его коллеги по цеху. Ранее было озвучено 2 снижения ставки в этом году, но учитывая, как разворачивается эта торговая война, дай бог получить хотя бы одно. Правда, есть нюанс. Заседание ФРС было до того, как объявили тарифы, так что новые протоколы могут не дать нам полной информации, поэтому весь фокус будет направлен на данные по инфляции. В ближайшие дни инфляционные данные – это главный индикатор, и рынки акций, а также крипты будут за ними следить очень внимательно. И биткоин точно не будет стоять в стороне, а будет реагировать на новые данные точно так же, как на все заявления Трампа, а также Пауэлла. Таким образом, месяц только начался, а мы уже сталкиваемся с новой волатильностью. Но как я говорил в прошлом ролике, чтобы начать апрель с прибыли, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. Ведь только на этой неделе мы закрыли плюсовой лонг на тон, заработали от 70% на падении инжектив, от 75% на просадке суи и на других монетах как на росте, так и на падении. Кстати, да, сейчас в условиях локального нисходящего тренда, когда у многих инвесторов в портфеле в просадке, лучшее время шортить рынок и получать профит на снижении. Тем более благодаря нашему пошаговому обучению мы расскажем вам, как это делать правильно, какие стратегии использовать и на какие индикаторы обращать внимание. А поскольку у вас будет поддержка и сопровождение на всех этапах работы, то вы в любое время сможете получить ответы на все ваши вопросы. Поэтому, чтобы у вас был четкий план действий на всю эту важную неделю, особенно перед 10 апреля, а также чтобы вы знали, какие лучше всего монеты откупать на просадке, становитесь участником ПРО, ведь для этого нужно просто написать нам по ссылке в описании. В целом тарифы Трампа – это полноценная перезагрузка экономики США, и сейчас я объясню почему. Начнем с главного. Ранее вот в этом ролике я рассказывал про план Трампа и говорил, что в 2025 году США придется рефинансировать долг в 9,2 триллиона долларов. Это огромная сумма. Чтобы вы понимали масштаб, каждое снижение процентной ставки всего на 0,01% экономит около миллиарда долларов в год, а если ставки упадут на 0,5%, это уже 500 миллиардов долларов экономии за 10 лет. Но есть проблема. Инфляция не уходит, и ФРС не торопится резать ставки. Так что же делать? Конечно же, создавать неопределенность, вводя тарифы, из-за чего рынки пугаются, деньги уходят из акций, а инвесторы ищут тихую гавань, за счет чего спрос на облигации растет, а их доходность падает. Это своего рода детокс для экономики. Специальный шок, чтобы остудить перегрев и сделать рефинансирование долга более дешевым. Ну и это еще не все. Даже с низкими ставками долг все равно колоссален, поэтому включается вторая фаза – сокращение дефицита. По слухам, Илон Маск уже помогает резать расходы на 4 миллиарда долларов в день. Если так пойдет и дальше, то 1 триллион долларов будет сэкономлен уже к этой осени. Все это вписывается в стратегию план 3.3.3 от Скотта Бессента, где ключевым элементом становится рост. А вот как его достичь? Да, правильно, тарифы. И это триггер. Они делают импорт дороже, создают возможности для местных производителей, и промышленность в США получает шансы на возрождение. Но американские фабрики не появляются за одну ночь, так что в краткосрочной перспективе нам стоит ждать рост цен. Именно поэтому правительство США уже создало налоговые льготы, чтобы смягчить удар по кошелькам. Есть еще один
козырь. Помимо проблем, тарифы приносят доход. По прогнозам, только в первый год они могут собрать $700 миллионов. Небольшой, но приятный бонус для бюджета. Однако тут не все так просто. Если цепочки поставок внутри страны не потянутся, а страны начнут действовать против США, инфляция снова может рвануть вверх. Тогда ФРС, возможно, придется поднимать ставки, и весь план по снижению доходности пойдет прахом. Некоторые спрашивают, а зачем вообще вводить тарифы, если своих заводов нет? А вот ответ. Тарифы не цель, а инструмент, и он должен заставить двигаться и бизнес, и правительство, и международных партнеров. И вот тут начинается геополитика. Команда Трампа не просто вводит пошлины. Страны, которые дадут уступки по торговле, безопасности и политике, получат скидки, а вот остальные платят по полной. И в центре внимания, конечно же, Китай, который отвечает своими пошлинами. По мнению Белого дома, это далеко не бедная страна, а мощный конкурент с заниженной валютой. Тарифы могут быть способом заставить Пекин укрепить юань или сократить свой экспорт. Таким образом, это политическая ставка для США. Если рабочие места вернутся, а инфляция не выстрелит к выборам в Сенат 2026 года, это будет выглядеть как смелая, но правильная стратегия. Но если цены поползут вверх, а производство не запустится, результат может быть обратным. В любом случае, эту интересную тему мы разберем в отдельном большом видео, так что обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы мы понимали, что вам это интересно. Ну а что по поводу биткоина? Неужели после того, как он потерял корреляцию с фондовым рынком на этой неделе, его ждет активный рост? Давайте разбираться. Под конец недели индекс S&P 500 рухнул почти на 5%. Это худший день с 2020 года. Dow Jones также упал, а NASDAQ зафиксировал минус 6%. Инвесторы в панике, и началась распродажа. И это зацепило не только акции, но и крипту, за счет чего ликвидации на крипторынке превысили $500 миллионов. Известный аналитик Михаил Ван де Пон подчеркнул, что 87 тысяч – это важнейшее сопротивление, а 80 тысяч – ключевая поддержка для биткоина. И пока биткоин выше этой отметки, восходящий тренд еще в силе, и шансы на рост есть. Но как я говорил ранее, пока биткоин остается ниже этой нисходящей линии тренда и сохраняет вот это сопротивление, то мы не можем говорить о формировании новой фазы роста. Но на фоне падения акций интерес к криптовалюте начал постепенно расти. Мы видим, что инвесторы начали частично переключать свое внимание с акций на такие активы, как биткоин. Это особенно заметно по изменению потоков капитала. Например, аналитик Али Мартинес отметил, что за последние 2 недели приток средств на крипторынок вырос на 350% с 1,8 до 8,2 миллиарда долларов. На днях Минфин США Скотт Бессент сказал, что биткоин выступает новым защитным активом, точно так же как золото. Это может сигнализировать о возвращении интереса к более рискованным активам. При этом сохраняется высокая неопределенность, связанная с последними заявлениями Трампа, что оказывает давление на глобальные рынки. На этом фоне некоторые инвесторы рассматривают криптовалюту и стейблкоины как альтернативные инструменты для защиты капитала. Что касается движения биткоина, то интересный момент мы видим в его корреляции с индексом S&P 500. До недавнего времени они двигались примерно в одном направлении, но после 2 апреля ситуация изменилась. Пока S&P 500 упал более чем на 10% и пробил ключевую поддержку, биткоин упал только на 5% и удержал свои уровни. Это может быть признаком того, что часть капитала реально перетекает в криптоактивы. Особенно это заметно по объему стейблкоинов. Тем не менее, важно понимать, что текущее движение происходит в условиях неопределенности в геополитике. И в отличие от 2019 года, когда ФРС активно снижала ставки, сейчас ставки остаются очень высокими, и инфляция все еще не вернулась в целевой диапазон. Это может ограничить потенциальный рост в краткосрочной перспективе, особенно если учитывать отток капитала из ETF, который до сих пор остается. Да, если вспомнить 2019 год, то Трамп также ввел тарифы, Китай ответил, и фондовые рынки пошли вниз, а биткоин вырос с 3,5 до более чем 13 тысяч всего за полгода. В условиях экономической нестабильности биткоин и золото традиционно выступают защитными активами, но есть один важный нюанс. В 2019 году ФРС трижды понижала ставки, а сейчас инфляция остается устойчивой, и ФРС вряд ли будет так щедро раздавать ликвидность. И это, конечно же, ограничивает рост биткоина, по крайней мере в краткосрочной перспективе, и все будет зависеть от новых данных по инфляции. Из положительного я бы также выделил то, что глобальная денежная масса М2 недавно пробила исторический максимум 108,4 триллиона долларов, и это привлекло внимание инвесторов, а также аналитиков. Это событие совпало с ростом экономической неопределенности после того, как Трамп ввел новые тарифы, а Китай быстро ответил на эти меры. Если кратко, М2 это широкая мера денежной массы, которая включает наличные деньги, депозиты и другие ликвидные активы. Когда этот показатель растет, это обычно означает, что в экономике появляется больше ликвидности, и эти деньги часто идут в более рискованные активы, такие как акции, недвижимость и криптовалюта, включая биткоин. Многие исследования показывают, что рост М2 приводил к сильному росту биткоина. Например, в цикле 2020-2021 годах, когда в США стимулировали экономику, денежная масса М2 резко выросла, и это привело к росту биткоина. Сейчас мы видим что-то похожее. Однако, пока глобальная экономическая ситуация нестабильна, инвесторы могут быть осторожными, и спрос на высокорискованные активы, такие как биткоин, явно будет падать. В целом, учитывая текущие экономические и финансовые тренды, потенциал для роста биткоина
машины остается, но нужно понимать, что не в краткосрочной перспективе. Если же ситуация стабилизируется и ликвидность продолжит расти, то нас будет ждать новый бычий тренд. Только учитывая текущие проблемы, это будет ближе к концу лета или началу осени, что может стать отличным периодом для накопления по оптимальным уровням. И более точные, лучшие диапазоны покупки мы будем разбирать в следующих видео. Само собой, мы продолжаем следить за развитием событий и анализируем, как последние новости влияют на крипту. Ведь, как вы можете заметить, все меняется очень быстро. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы ничего не пропускать. Ставьте лайки, пишите комментарии и готовьтесь к публикации данных по ИПЦ, потому что день обещает быть очень важным. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем ролике, поэтому всем желаю удачи, до скорых встреч!